Номер 79 в периодической таблице химических элементов под названием аурум. Изделия из этого драгоценного металла высоко ценятся людьми с давних пор. Золото – признак богатства, престижа и надежное средство накопления. Золото может сделать человека счастливым, а может и погубить его. В кризисные времена, такие как сегодня, цена на золото растет. Каждое государство старается сохранить и приумножить свой золотой запас. Подсчитано, что за всю историю человечества добыто около 161 тысячи тонн золота, рыночная стоимость которого составляет примерно 9 триллионов долларов. Сколько людей погибли в погоне за золотом, точно неизвестно. Меня зовут Андрей Бобровский, я кандидат исторических наук. Почти 10 лет прошло с тех пор, как я разместил на YouTube свои документальные клипы об истории моего родного города Новокузнецка в Сибири. Сейчас я живу в Германии, но продолжаю заниматься наукой и публикую свои работы на сайте Академии. В своих новых фильмах я хочу рассказать несколько историй о том, как русские солдаты гибли за металл по прихоти одного из государственных самодуров в России. Вскоре после открытия Америки в Европе начинается золотая лихорадка. Золото индейцев буквально сводит людей с ума. В начале 16 века тысячи авантюристов отправляются в Новый Свет, чтобы разбогатеть. В тропических джунглях Амазонки и Оренока они ищут золотой город в золотой стране Эльдорадо. В истории эти головорезы известны под именем конкистадоры. По-испански «конкиста» означает «завоевание». Жестокие и беспощадные конкистадоры не щадят ни себя, ни своих противников. По сюжету в одном из блокбастеров под названием «Ора», по-испански «золото», отряд конкистадоров полностью погибает, так и не добравшись до заветной цели. В свою очередь имя Эльдорадо прочно закрепилось во всех европейских языках. Оно превратилось в синоним земли обетованной, где золото и богатство в широком смысле слова ожидает каждого смелого человека, который готов пойти на риск, чтобы найти свое Эльдорадо и свою удачу. Первыми русскими конкистадорами следует считать вольных разбойников и солдат московского царя. Через полвека после европейцев в погоне за пушным богатством они отправляются за Урал, в сибирскую тундру и тайгу. В России этих головорезов называют сибирскими первопроходцами. По всей стране, особенно в Сибири, им ставят такие вот памятники. За 100 лет они обложили данью ценными мехами коренное население Сибири. Именно сибирская пушнина помогла сохраниться московскому государству и создать империю несколько позже. В моих фильмах речь пойдет о более поздних событиях, которые произошли в период правления Петра Алексеевича Романова, основателя Российской империи, известного под именами царь Петр I и российский император Петр Великий. Фигура первого российского императора – одна из ключевых в российской истории. Царь Петр – безжалостный тиран и самодур, для которого население России – расходный материал для реализации его имперских амбиций. О царских методах культурной вестернизации русского народа слагаются легенды. На границах государства он ведет завоевательные войны на протяжении всей своей жизни. С тех пор идеология империализма и милитаризма прочно укоренилась в стране. Не случайно фигура императора превратилась в путинской России в культовый персонаж. В последнее время памятники императору растут буквально как грибы после дождя по всей стране. Среди них выделяется огромная фигура в Москве с головой, грубо имитирующей лицо первого императора. Эта штука весит 2000 тонн и выше знаменитой статуи свободы в Нью-Йорке. Смешная шутка неизвестных художников над бездарным скульптором и заодно над культом императора, который сложился и процветает в России. В январе 1716 года царь Петр вместе с супругой Екатериной отправляются в большое турне по Европе. Петр колесит по европейским городам целый год. В ходе турне царь и его супруга посещают бывшую столицу Ганзейского союза, город Любек. И вот пока русский царь колесит по Европе, любуется прекрасными видами европейских городов и города Любека в частности, прогуливается здесь, по крепостному валу, на берегу реки Травы,
В далекой Азии происходят исторические события. Иначе говоря, такие события, которые меняют текущие границы государств и судьбу целых народов на несколько поколений вперед. Могучая сибирская река Иртыш – один из самых длинных притоков в мире. Истоки реки теряются на западных склонах монгольского Алтая. В среднем течении Иртыш пересекает Великую степь, колыбель цивилизации многих кочевых народов. Племена айратов кочуют здесь, в 17-м, начале 18 веков. По языку они относятся к западным монголам. Часть айратов откочевали на Нижнюю Волгу, где образовалось калмыцкое ханство. Другая часть создают на границе Русской Сибири мощное многонациональное государство под названием Джунгарское ханство. Население государства составляет примерно 25 миллионов человек. В поздних русских источниках они именуются зюнгорцами или джунгарами. Бывшая территория Джунгарии сегодня входит в состав Казахстана, России, Монголии и Китая. Ранним утром 1 октября 1715 года у подножия высокого берега Иртыша высаживается военный отряд под командованием подполковника Ивана Бухольца. На склоне берега офицеры приказывают подчиненным рыть землянки и строить амбары для хранения артиллерии и продовольствия. В начале ноября ударили первые сибирские морозы. По ночам с тихим шорохом по реке пошла шуга. Солдатам и офицерам русского экспедиционного корпуса предстояла трудная зимовка в пустынной местности, вдали от последней русской крепости на Иртыше, города Тары. Судьба закинула подполковника Бухольца на берега Сибирской реки по воле царя Петра I. По одним сведениям, Иван Бухольц – обрусевший немец из небольшой деревушки Бухольц, что находится в современной немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн. По другим сведениям, Иван Бухолтов происходит из семьи обедневших московских дворян. В раннем возрасте Иван поступает в привилегированный лейб-гвардии Преображенский полк, организованный молодым царем из своих сверстников. Царь шефствует над полком и лично хорошо знаком с офицером Бухольцем. Именно ему он доверяет провести важную специальную военную операцию. Указ о командировке Бухольца в Сибирь появляется накануне знаменитого Гангутского морского сражения. После разгрома шведской армии в Финляндии в феврале 1714 года русская армия готовится к вторжению на коренную территорию Швеции. Для окончательной победы Петру необходимо нанести поражение сильному шведскому флоту. Русский царь активно готовится к предстоящему генеральному сражению на море. На верфях Адмиралтейства в новой столице Санкт-Петербурге срочно строится новый галерный флот. 9 мая 1714 года русский флот покидает Санкт-Петербург и направляется к острову Котлин. Царский судовой штандарт поднимает на галере Святая Наталья. На борту галеры 22 мая царь подписывает указ о посылке Бухольца в столицу Сибирской губернии, город Тобольск. Подполковнику Бухольцу поручено в течение зимы сформировать вооруженный отряд из местных рекрутов и шведских военнопленных. Ближайшей весной ему предстояло выступить из Тобольска по высокой воде, вверх по реке Иртышу, с целью поиска и захвата месторождения золотого песка. По непроверенным слухам, оно находилось возле города Яркент, в глубине Джунгарии. Сегодня город Яркент расположен на территории Синьцзянь-Уйгурского автономного района Китая. Даже после подписания указа об отправке Бухольца в Сибирь, царя не покидают мысли о золоте, несмотря на предстоящее решающее сражение на море. Через несколько дней, 29 мая, на борту другого линейного корабля «Святая Екатерина» царь Петр подписывает еще один указ. На этот раз о посылке другой военной экспедиции в Среднюю Азию для поиска Эльдорадо и одновременно сухопутного пути в Индию. На следующий день на палубе корабля в тесной дружеской компании Петр весело отмечает 42-й день рождения. По такому случаю с борта линейного корабля палят мортиры и гаубицы. Триггером исторических событий считается сообщение сибирского губернатора Матвея Гагарина о добыче золотого песка в Восточном Туркестане. На самом деле известие о добыче золота в Азии царь получал и ранее, причем из первых рук от азиатских купцов. Кроме того, до Петра доходили сведения о находках значительного количества золотых изделий из могильных курганов на территории Сибири.
Большая коллекция сибирского золота под названием «Петровская» сегодня хранится в музее «Эрмитаж». Отсюда царь приходит к выводу о том, что где-то там, на территории Сибири, имеются богатые месторождения желтого металла. Наряду с царем главный герой в этой истории – богатый и родовитый московский боярин, князь Матвей Гагарин. Гагарин – потомок древней царской династии Рюриковичей, управлявший московским государством до тех пор, пока эта династия не пресеклась. Гагарин сколотил свое состояние на воровстве казенных денег и на махинациях в торговле с Китаем, составлявшей монополию московского государства. Отсюда, из города Нерчинска в Петровскую эпоху, уходили торговые караваны в Китай. Русские купцы выгодно меняют в Китае сибирские меха на разнообразные китайские товары. Именно в период руководства Нерчинской уездной администрации в конце 17 века Гагарин берет под контроль китайскую торговлю. Информированный прусский дипломат Иоганн Факерот считает транзитную торговлю с Китаем потенциально чрезвычайно прибыльной. Если бы не мошенничество губернатора Гагарина, в обход законов московского государства он включает в состав торговых караванов своих людей и собственные товары. При этом налоги утекают мимо казны, но зато в карман коррупционера льется несметная прибыль. Гагарин становится богатейшим человеком своего времени. Причем не только в России, но и в Европе общая стоимость его имущества превышала 3 миллиона рублей. Примерно столько же Россия потратила на войну против Швеции. Но правда за 21 год расходы на бесконечные войны и гигантское казнократство опустошают царскую казну. Царь Петр ищет дополнительные источники для пополнения бюджета. И поэтому в ситуации бюджетного кризиса рассказы Гагарина о добыче золота на Востоке увлекают русского монарха. На мой взгляд, следует отличать мотивы поведения русского царя и сибирского губернатора. Мотив поведения царя мне совершенно понятен. Он заботится о доходах царской казны и пытается завоевать золотые месторождения и найти дорогу в Индию. Индия привлекает царя с точки зрения организации транзитной торговли с Европой по образцу китайской торговли. Но какое в самом деле Гагарину дело до поисков пути в Индию? Забота о доходах казны тоже не принесет ему лично никаких дивидендов, за исключением, может быть, царской благодарности, о содержании которой мы подробнее узнаем в моем следующем фильме. И в этом заключается загадка активного поведения Гагарина. Несколько поколений русских историков, писателей и даже кинематографистов пытаются ее разгадать. В одном из фильмов под названием «Табу» авторы объясняют ангажированность Гагарина взяткой, полученной от китайцев в обмен на военное вторжение России в Джунгарию. Много лет правители Джунгарского ханства с переменным успехом ведут войны со своим соседом Цинской империей. Логично предположить, что военное вторжение России в Джунгарию, объективно говоря, играет на руку Китаю. Но тут есть один важный нюанс. В исторических источниках сведения о подкупе сибирского губернатора полностью отсутствуют. Еще одна версия о странном поведении губернатора Гагарина появляется при жизни царя Петра I. Ее автор – шведский военнопленный, сосланный в Тобольск Филипп Иоганн фон Страленберг. Страленберг транслирует слухи о сепаратизме князя Гагарина, который задумал отделить Сибирь от России. Но я не верю сплетням Страленберга по одной, но веской причине. Первый русский историк немецкого происхождения Герард Фридрих Миллер утверждает, что никогда в Тобольске о заговоре Гагарина слышно не было. 10 лет Миллер провел в Сибири в составе научной экспедиции. Он работал в местных архивах и лично встречался с очевидцами событий, включая подполковника Бухольца, аккуратно записывая все свои беседы. Перу Миллера принадлежит самая первая реконструкция событий, связанных с походами за золотом по Иртышу. Так что я убежден, слова Миллера заслуживают абсолютного доверия, и никакого заговора Гагарина не существовало в природе. Однако настырность сибирского губернатора, убедившего царя послать войска в Джунгарию,
действительно вызывает подозрения. Учитывая активное участие Гагарина в китайской торговле, в его поведении нельзя исключить корыстный мотив. Особенно настораживает его настойчивый интерес к альтернативным путям, ведущим в Китай через горы и степи на юге Западной Сибири. Гагарин подробно расспрашивает жителей сибирских городов об этих дорогах. Именно здесь он предлагает царю строить новые крепости и ставить таможни. Не исключено, что Гагарина беспокоит самодеятельная торговая активность сибиряков, а также, возможно, конкуренция иностранцев. В археологическом слое сибирских городов конца 17-го, начала 18 веков обильно встречаются следы интенсивного торгового обмена с Китаем. По тогдашним законам московского государства торговый обмен в обход таможни имел характер контрабанды. Вскоре после появления царского указа в августе месяце 1714 года подполковник Бухольц с небольшой командой отправляется из Москвы на восток. 13 ноября того же года они прибывают в сибирскую столицу, город Тобольск. Через месяц здесь начинается формирование двух новых регулярных гарнизонных пехотных полков за счет сбора рекрутов на территории Сибири. Сбор и доставка рекрутов в Тобольск из отдаленных уездов Сибири на подводах занимает не менее года, а пешком еще больше времени. 7 месяцев Бухольц принимает новые партии рекрутов небольшими порциями. По его словам, рекруты ничего экзерциции не знали и не стреливали, и с негодным ружьем, и ничего у них воинского не было. Формирование новой регулярной армии за счет рекрутских наборов ставят в заслугу царю Петру I. Молодых парней в возрасте от 20 до 35 лет забирают в солдаты на пожизненную службу. Рекрутские наборы представляют собой разновидность государственного рабства. По сути дела, это своеобразный налог, но не деньгами, а кровью. Уклонение от военной службы в России массовое. В Петровской России не менее 30% рекрутов бегут или умирают от болезни и плохого обращения. Поэтому рекрутов сразу заковывают в кандалы и клеймят как скот. Кроме дефицита кадров, Бухольц жалуется царю на задержку поставок оружия и других необходимых припасов. Отплытие русской флотилии происходит 30 июня 1715 года с задержкой на 2 месяца. В количестве около 2000 человек русский отряд отправляется вверх по реке на тяжелых речных судах, известных под названием «Дощаник». На пути следования к отряду присоединяется еще около 1000 человек, солдат и драгун. Бухольц спешит к соленому Ямышевскому озеру, расположенному на правой стороне Иртыша в 6 верстах от берега, чтобы устроить здесь промежуточный зимний лагерь. В одном из эпизодов сериала под названием «Тобол» солдаты весело гребут против быстрого течения могучей сибирской реки и даже устраивают гонки на веслах. Это, конечно, художественная фантазия. Подобное соревнование выглядит нелепо. Перевозка грузов вверх по Иртышу в XVIII веке оставалась каторжной работой. Тяжело груженные дощаники, солдаты и казаки тянули на себе или, выражаясь языком источников, ходили в лямках. Командир экспедиции, офицеры, нижние чины не верят в существование Эльдорадо. На пути к цели вчерашние рекруты разбегаются, куда глаза глядят. Многие из них пополняют шайки разбойников, рискуя на всю жизнь остаться вне закона. В начале октября русская флотилия прибывает на место, указанное царем. За 1 месяц русские солдаты насыпали земляную ограду новой крепости бастионного типа. Крепость такого типа впервые появляется в Сибири. Прежде здесь строились деревянные крепости традиционного древнего русского типа. В ноябре 1715 года под стенами русской крепости останавливается джунгарское посольство. Послы неприятно удивлены, обнаружив в глубине своей территории русский вооруженный отряд и крепость с пушками. Командир отряда клятвенно заверяет послов в отсутствии агрессивных замыслов, но у джунгаров нет никаких оснований доверять клятвам своих соседей. За полвека у них накопилось немало претензий к русской власти и к сибирскому населению. Джунгары крайне недовольны поведением пограничных властей, препятствующих сбору дани на джунгарского кантайшу в двоеданческих волостях. Иначе говоря, в таких волостях, которые с давних пор платят дань в обе стороны – русским и западным монголам. Несколько раз в первом десятилетии XVIII века джунгары атакуют пограничный Кузнецкий уезд и наносят большой ущерб местным жителям.
Появление новых русских крепостей на границе двух государств – еще одна причина для беспокойства джунгарского кантайши по имени Циван Рабдан. Незадолго до похода русских конкистадоров джунгары сожгли одну из таких новых крепостей у слияния рек Бия и Катунь. Сегодня здесь находится сибирский город Бийск. Недовольные поведением русских властей, джунгары планируют новое крупное нападение на пограничный город Кузнецк. Известный джунгарский полководец по имени Церен Дандук собирает армию, но отказывается от атаки на Кузнецк и разворачивает свою армию на запад в направлении Иртыша. В начале февраля 1716 года джунгарская армия под командованием Церен Дандука неожиданно появляется на левом берегу Иртыша, прямо напротив русской крепости. В ночь с 9 на 10 февраля джунгарам удается тайно переправиться через реку по льду и отогнать всех русских лошадей, после чего положение русского отряда серьезно осложняется. Теперь у Бухольца нет опции отступления по суше. Сплавиться вниз по реке тоже невозможно. Зимой лодки намертво вмерзли в лед. У защитников русской крепости остается единственный выход – сражаться, пока не кончатся боеприпасы и продовольствие. В ходе первой атаки джунгарам удается сходу прорваться в крепость. В тот момент она стояла пустая. Они захватили амбары с мукой, где временно забаррикадировались, но закрепиться на захваченных позициях им не удалось. Быстрая контратака русских войск с применением артиллерии позволила очистить крепость и занять там правильную оборону. После первых неудачных атак и потерь от оружейно-пушечного огня Церен Дандук решает прекратить штурм крепости. Пользуясь своим численным преимуществом, он переходит к осаде с целью вынудить русский отряд добровольно покинуть джунгарскую территорию. Осада крепости длится 11 недель, с начала февраля по 28 апреля 1716 года. В этот период в крепости вспыхивает эпидемия сибирской язвы и цинги, вызванная дефицитом витамина С. Признаки заболевания цингой включают кровоточивость десен, кровоизлияние в полости суставов, расшатывание и выпадение зубов. В начале весны в крепости умирает по 20-30 человек в день. Долгое отсутствие сообщений от Бухольца наводит губернатора Гагарина на подозрение о неприятностях. Он собирает новый крупный военный отряд и высылает его на помощь осажденной крепости. На пути к крепости джунгарам удается перехватить этот отряд и пленить сотни людей. В конце апреля вскрывается лед на реке, и Бухольц тайно отправляет на льдине гонцов к губернатору с сообщением о безнадежной ситуации, о больших потерях, о решении военного совета взорвать крепость и вернуться в Тобольск. Гагарин возмущен решением подполковника и военного совета. Он приказывает остановить отступление, но ответное письмо губернатора опоздало. Когда гонец отправляется из Тобольска, остатки русского отряда уже погрузились на дощаники и покинули руины уничтоженной крепости. На обратном пути русские солдаты заложили новую крепость в устье небольшой реки Омь. Со временем здесь вырос крупный город Омск. Недавно в городе Омске установлен памятник Ивану Бухольцу. Неудачливый подполковник считается здесь основателем города. Недовольство сибирского губернатора объясняется уверенностью Гагарина в неспособности джунгаров к штурму и осаде русских крепостей. Решение об отступлении он расценивает как трусость и нарушение царского приказа. Позже, на следствии в Сенате, Бухольц критикует управленческое решение царя о вторжении в Джунгарию. И я лично полностью согласен с его аргументами. Во-первых, Бухольц сомневается в достоверности информации о добыче золота в Яркенде. Во-вторых, по словам Бухольца, царь напрасно недооценил военный потенциал Джунгарии, тем более учитывая малочисленность русских войск. Русский царь Петр I действительно игнорирует субъектность джунгарского государства и его способность к сопротивлению новой русской армии, устроенной по европейскому образцу. Для царя территория Джунгарии и ее недра являются объектом для захвата золотых месторождений и новых коротких путей в Индию. Если повезет, конечно. И еще один важный момент. Я хотел бы обратить внимание
на вывод первого русского историка, академика Миллера, оценивающего вторжение в Джунгарию как попытку навязывания соседним народам и государствам своих законов с помощью военной силы. Историки в России предпочитают не обращать внимания на этот вывод, имеющий характер научной истины. Некоторые мои коллеги и даже бывшие приятели уже давно заразились бациллами российского имперства, но большинство просто не обращают внимания по причине отсутствия интереса к научной методологии. Но я хочу напомнить, что с точки зрения знаменитого немецкого философа, младшего современника Миллера, Иммануила Канта, научная истина всегда моральна. И в этом смысле чистый мотив поведения русского царя не может считаться образцом для подражания и всеобщим законом, которому надлежит следовать. Мировоззрение, оправдывающее использование насилия для достижения политических целей, по традиции называют политическим реализмом. Решения таких политических реалистов, как царь Петр I, всегда оказываются чреватыми кровопролитием, человеческими жертвами и военными катастрофами, как в случае с катастрофой на Ямышевском озере и иными авантюрами царя Петра I. И мы можем также в этом убедиться прямо сейчас, на примере военных преступлений еще одного политического реалиста в многострадальной Украине. Цель оправдывает средства. Вот главное кредо политических реалистов, которое сформулировал когда-то один из первых теоретиков подобного мировоззрения. Война и пушечное мясо – те самые средства, необходимые политическим реалистам. Например, для обогащения государственной казны, как в случае с первым русским императором. Или же для сохранения собственной единоличной власти в России, как современному реалисту Путину. Ради этого они готовы бросать в топку миллионы человеческих жизней. По моим подсчетам, в результате похода и военных действий на Иртыше количество тех самых средств, или иначе говоря, убитых, умерших от болезней, пленных и дезертиров составляет около 2000 человек. Никогда в истории Сибири, ни до, ни после, русские военные силы не терпели подобных ужасных потерь. По меркам Сибири того времени это настоящая военная катастрофа. Где похоронены жертвы этой катастрофы, сегодня никто не знает. Наверняка гниют где-то в чужой земле, на территории современного Казахстана, неоплаканные родными и забытые своими потомками. Как это обычно происходит в России, где человеческая жизнь традиционно ценится в русском обществе очень дешево. И не видно конца жертвам современных и будущих военных катастроф, пока русский народ закрывает глаза на прошлые ошибки и преступления свои собственные и своих правителей. В моих следующих фильмах смотрите новые истории о поисках Эльдорадо, о попытках повернуть вспять течение азиатских рек и найти путь в Индию, по суше и по морю. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, слушайте подкасты и читайте мои научные и популярные работы на сайте Академии, которые вы можете найти, если перейдете по ссылке внизу.